Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Совы – это отдельный класс пернатых, которые не менее удивительны, чем, например, ястреб или орел. А еще они, как правило, умны и способны довольно хорошо одомашниваться, при этом ведут себя почти как котики. О полярной сове, сипухе и многих других пернатых друзьях вы сможете найти информацию в плейлисте «Птицы». А сегодня у нас в гостях сыч. Когда мы говорим, что человек – это сыч, мы характеризуем его как нелюдимого домоседа. Но наши сегодняшние гости – те еще борцы с системой. Они идут против всех совиных принципов. Бодрствуют днем, а не ночью, живут в компании сородичей, а не поодиночке, селятся в норах, а не на деревьях. В довесок еще и привычки у них, очень своеобразные. Встречайте кроличьего сыча или кроликовую сову, она же пещерная сова, птица рода сычи, семейства совиные. Наверняка подобное поведение кроличьего сыча осуждается большинством представителей совиного народа. Однако сычам глубоко наплевать на нормы окружающего их общества, и они продолжают упорно разрушать совиные стереотипы. Итак, наш пернатый сыч – это небольшая длинноногая сова, обитающая на открытых ландшафтах Северной и Южной Америки. Кроличьего сыча можно увидеть на травянистых полях, пастбищах, сельскохозяйственных угодьях, пустынных землях и других сухих местах с низкой растительностью. Гнездится и отдыхает сыч в норах, и в отличие от большинства сов, активен кроличий сыч в дневное время, хотя стремится избегать полуденного зноя, устраивая сиесту. Длина кроличьих сычей небольшая – 23 сантиметра, размах крыльев 50, длина крыла 16, хвоста 7. Итак, наши мелкие сычи, всего 200 граммов веса, нарушают все нормы сова-морали и с удовольствием живут при свете дня, прячась от лучей только на время сиесты, как я и сказала. Палящее солнце прерий Южной и Северной Америки не щадит никого. Правда, во имя собственного выживания сычам пришлось приодеться в пустынный камуфляж из пестрых перышек, 50 оттенков коричневого, ведь скрываются совы-бунтари не только от системы, но и от вполне себе реальные угрозы в виде своих больших братьев, соколов и ястребов. А чтобы полностью уйти из их поля зрения, сычи обустраивают целые подземные бункеры до 1 метра в глубину, за что и обрели второе название – пещерная сова. Сами свои норы, конечно же, сычи не строят, ибо у них же крылья. Они занимают уже пустующие убежища зайцев и кроликов, за что и получили свое еще одно видонаименование – кроличий сыч, хотя с кроликами этих птиц роднит не только жилище в виде нор, но и жизнь в небольших колониях. В местах, где обитают кроличьи сычи, можно увидеть целые стаи этих забавных длинноногих птах, и в случае опасности они всей дружной компанией отгоняют врага. Однако у пещерного отжимателя квартир у кроликов на земле тоже немало врагов. Змеи, барсуки, скунсы, броненосцы и даже домашние кошки безжалостно расправляются как с этими птичками, так и с их яичками. Но и тут сычи, не будь дураками, дабы их не раскрыли неприятели, обкладывают свои экспроприированные норы минами, а точнее какахами, причем не своими, а чужими. Кроличьи сычи таскают их специально, но виной тому не психические отклонения у этих птиц. Резкое амбре от подобных мин прекрасно маскирует птичий запах, так что наткнуться на совиную нору можно только по случайности. Кроме того, залежи фекалий становятся для пещерных сычей своеобразным шведским столом. Почему? Потому что сыч – птица мелкая, много ему для счастья не надо. Насекомые, да мелкие позвоночные – вот весь его обед, а чужие отходы жизнедеятельности обеспечивают условия для жизни тысячам маленьких существ. У
Учитывая, что пернатые селятся колониями до 12 семей, вокруг их нор вырастает целый насекомый мегаполис, который и становится для этих птиц рестораном у дома. Именно поэтому совы собирают экскременты местных млекопитающих и складывают их в гнезда для того, чтобы заманить жуков, которыми они питаются. Хотя обычными мышами эти совы тоже не прочь полакомиться. А что там с делами семейными у этих странных сов? На первый взгляд, сычи хотя бы тут должны соблюдать совиные нормы. Весной они селятся парочками и счастливо делают детишек. Только вот если девочек в группе оказалось больше, чем мальчиков, барышни запросто подселяются к уже образовавшейся парочке, образуя шведскую семью. Так что у пещерных сычей не только стол из каках и насекомых шведский, но и брачные узы. Поэтому эти странные птахи ломают не только совиные, но и человеческие моральные принципы. Сычиная дамочка откладывает до дюжины яиц и высиживает их, пока будущий отец балует ее вкусными насекомыми из кучек. А спустя месяц после вылупления маленьких сычат и мама, и папа работают в 2 смены. Пока один родитель хранит очаг, другой активно добывает пропитание зреющим совятам, приручая их к устойчивому домашнему запаху. Еще через месяц совята начнут проходить школу жизни, а вскоре созревшая малышня отправляется в вольное плавание. И к следующему апрелю они уже готовы плодиться и размножаться самостоятельно. Живут эти маленькие и мега странные совы в среднем 9 лет. А вам нравятся совы? Если да, то какие? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!